Добрый день, мои любимые леди. Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. И здесь, судя из названия, надеюсь, понятно, мы с помощью Таро решаем проблемы, узнаем советы карт Таро по ситуации в жизни моих леди. И давайте сегодня сделаем расклад карт Таро. Онлайн такое гадание. Кто вы друг для друга? То есть, кто что чувствует, кто вы для него, а он для вас. Да, разберемся в этой ситуации. И для начала давайте сделаем сигнификацию, чтобы понять, что этот расклад именно ваш. Если нет, посмотреть другой расклад, потому что в конце для желающих мы делаем коррекцию расклада, убираем препятствия, негатив, который есть, показал расклад карт Таро, негативный разворот событий. Да, потому важно знать, что это расклад именно ваш, для того, чтобы коррекция, та, которую мы сделаем при желании, если вы останетесь до конца, не просто посмотрите вашу ситуацию, обратимся к высшим силам, к ангелам-хранителям, к силам вашего рода. Ваш род очень сильный, каждый из вашего рода, дедушки, прадедушки, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, они все хотят, чтобы ихняя частица была счастлива. И обращаясь к ним за помощью, это очень правильно, логично и очень помогает. Итак, смотрим ситуацию, какая у вас сейчас сложилась ситуация в данный момент с тем человеком, на которого вы планируете данный расклад, да, которого вы загадали. Так, расклад, онлайн-гадание. Что за ситуация у вас сейчас? Что на сейчас? Выпала карта жадности. Жадность — это может быть буквальная жадность, жадность денег, экономия денег, отсутствие денег, нежелание их делить с человеком. А может быть жадность отношений. Что такое жадность отношений? Это когда жалко свободного времени, жалко эмоций, мало эмоций в отношениях, мало действий с его, с вашей стороны. И в том случае это плохо для отношений. Вы сами понимаете, почему-то вам не хочется делиться или ему не хочется делиться с вами. Так, смотрим дальше. Наблюдение. Кто-то из вас находится в состоянии наблюдения, что происходит или в жизни этого человека, или как будут дальше развиваться события. То есть вы пытаетесь что-то контролировать не совсем правильным способом, через замочную скважину, или он за вами наблюдает. Какой-то повышенный контроль, какое-то желание узнать какую-то тайну. Ящик Пандоры. Вы открыли, или он открыл ящик Пандоры. То, что не нужно было знать, и оно стало явным. То, что будет иметь очень большое значение в дальнейшем вашей судьбе.
то, куда не нужно было этим наблюдением лезть. Это уже произошло. Вы можете даже об этом не знать, а это уже произошло. Вы зацепили что-то важное, то, что не нужно было знать. Ящик Пандоры не несет супер хороших новостей, особенно в любовных отношениях. Что-то пошло не по тем рельсам. Карта жаба. Опять жадность, опять зависть. Да, это может быть зависть от людей. Да, и они открыли этот ящик Пандоры, которые следили за вами. Это может быть его. Почему-то он считает, что вы как бы в лучшей ситуации в этих отношениях, что он все делает для вас, вкладывается, а вы это не цените. То есть опять перекликается жадность. Жаба, да? Жаба подкралась. Жаба подкралась между вами двумя. Смотрим еще. Но пока еще есть везение. То есть пока везет, пока катится. Пока какие-то, ну вот буквально на высших силах вы выезжаете. На везении. Еще не чувствуете эту Пандору, эту жадность. Еще все хорошо. Возможно, в какой-то момент вам очень повезло, вот ближайший, да. Или вы считаете этого мужчину большим везением в вашей жизни, ну или он считает вас большим везением в этой жизни. Итоговую карту мне покажи. Ангел-хранитель вас охраняет. То есть обращаться нужно будет, ну это может быть и сила рода. То есть вот так вот лучиком вас ведет. Ведет от всех неприятностей. Так, хорошо. Смотрим дальше. Смотрим теперь. Ситуацию мы поняли. Вы понимаете, ваш и не ваш расклад. Если у кого-то такая ситуация, можете отправить ему этот расклад. Давайте теперь посмотрим, кто вы друг для друга. Да, смотрим. Кто вы друг для друга. Так. Ваша карта. Его карта. Кто он для вас? Злитесь вы на него. Злитесь, можно сказать, даже угрожаете, буквально может быть ссора. Что-то конкретно вы ему четко говорите, что вы хотите. Ну, вот буквально ультиматум, может, вы и не говорите, но вы знаете, что вы хотите от него, что он не делает. Да, вот агрессивно так вы к нему настроены, четко поставили, что вы хотите, и добивайтесь своего. Для него вы, ну, смотрите, вы для него желанная женщина, как тут сладенький тортик. И, скажем так, он с радостью вас кушает, хотя это где-то, может, ему даже страшно, то, как вы манки для него, как ему хочется вас. Да, ну, вот, очень желанная женщина вы для него. Давайте смотреть дальше.
Ваши чувства к нему. Давайте посмотрим, что вы испытываете к нему. Но вы видите в нем мужчину. Тут и сексуальное влечение, и защитник. То есть истинного короля мечей. Возможно, вы видите его как мужчину, который, ну скажем так, немного агрессивный. Но я бы сказала больше, что он умеет принимать решения, умеет вас защищать, умеет решать ваши проблемы. Вот так вы его видите. Возможно, эта карта говорит о том, что вы хотите, вам сейчас просто необходимо, чтобы он решил какую-то вашу проблему. Какие чувства вы к нему испытываете? Ну, в то же время 50 на 50 он соответствует вашим желаниям. То, что он делает, это 50 на 50. Большего вы хотите от него. Гораздо большего. Ну, не совсем, видите, дотягивает. Или не хочет дотягивать. Или жадность та, которая всплывала. Или какие-то обстоятельства не дают проявиться. Вот нету такого чувства, что вы вот в гармонии с ним. Вам с ним хорошо, весело. Весело, радость у вас на душе, когда вы с ним общаетесь. Вот такие чувства. Как бы сильной такой любви, страсти, гармонии я не увидела с вашей стороны. Возможно, вам пока еще только кажется, что вы его любите вот так вот до безумия. Смотрим с его стороны. Чувства по отношению к моей леди. Ну, видит он вас как-то девочку, независимо от возраста. Видит, ну вот как бы окунается он в том, что вы легкая на подъем, веселая, счастливая. Даже если у вас есть дети, проблемы, то не вешаете как бы на него буквально, легко ему с вами. Нравится ему это у вас. Притягивает. Хочет вас защищать и сексуально хочет вас. У него сексуальное влечение к вам сильное. Да, король жезлов. Вот, хочет вас. Хочет. Какие еще чувства он испытывает к вам? О, вы для него императрица. Императрица для женщины, когда мужчина в раскладе видит женщину императрицу, это все. Это мать, это очаг, это точка отсчета. Это главная женщина в его жизни. Вот буквально. Вот как бы вы там думали, что он не дорабатывает, что он не так много выкладывается. На самом деле он видит вас в свою единственную женщину. Та женщина, которая его зацепила. Не те женщины, которые были в его жизни. Именно вы, та, которой он видит все. Очень хорошая карта, очень рада за вас. Очень рада, что мужчина испытывает к вам такие чувства. Да. Давайте теперь посмотрим
А, Какие действия с вашей стороны по отношению к этому мужчине? И делаем расклад, какие действия этого мужчины, ну, вот в ближайшем будущем по отношению к вам. Так, ваши действия к этому мужчине. Ну, вы хотите денег. Вы хотите денег, внимания, то есть материального. Вы хотите доказать, чтобы он доказал, что вы та женщина, которая королева Пентаклей, да. Это внимание, это чувство, чтобы он проявлял материально. И деньгами, и поступками, и заботой. Пентакли — это все, да, вот мысли ваши связаны на этом, вот вы вот так, вы вот в позе сидите буквально, да, и хотите, чтобы он вас видел вот такой, да, чтобы он все делал, чтобы вы были безмятежны. Еще покажи мне. Что-то вы не совсем хорошее замышляете, какие-то у вас мысли по отношению к нему плохие. Да, ну вот что-то, может, он вас обидел, может, вы не видите перспектив, может, настолько мало он вам уделяет внимания, заботы и всего остального, это вас серьезно гложет, и вы вот как-то даже строите планы, чтобы ему, ну, минимум об этом рассказать, а максимум, ну, категорично об этом высказаться. Ну, вот хотите вы то ли скандала, то ли выяснения отношений. Вот такие у вас планы. Рассказать о своем, что вы плохое чувствуете. Да, это ваш рискованный план. Да, это тот план, который вы обдумываете сейчас. Что он планирует по поводу вас? Ну, он планирует увеличить количество внимания к вам. Да, поставить вас выше всего, что у него есть. Он планирует именно показать, да, что вы для него важны, что вы выше денег, выше его каких-то друзей, его каждодневных забот, любимой машины, еще чего-то. Расклад общий, девочки, принимайте и сами в голове решайте, выше чего, что он не ставил вас выше, он планирует это ярко показать. Еще его планы на вас. Девочки, да, он планирует с вами семью. Счастливую семью. Он строит планы, вот сколько у него вариантов, чтобы вы были вдвоем счастливы, и дети ваши счастливы, и вы счастливы, семья ваша счастлива. Это я очень рада за вас. Видите, какие карты падают? Пусть он там что-то, у вас сомнения, еще что-то. Да, но он видит вас, императрицу, он хочет с вами семью, он хочет вам доказать. Ну, и он вообще вас хочет. Его действия. Ну, свидания, цветы, ухаживание. Он как-то поймет, что нужно возрождать конфетно-букетный период, что отношения без поддержания с его стороны, да, без действия его стороны не будет с вами. Он не получит вот эту женщину-императрицу, если не будет прилагать усилия.
что это, даже если это было в прошлом, должен возродить эти опять конфетные, букетные. Нечего сидеть на диване и ждать, что тебе все будет, ничего для этого не делая. Так, хорошо, давайте посмотрим. Ну, исходя из ваших мыслей, давайте посмотрим, какой совет карт для вас, да, чтобы получить счастье от этих отношений. Вот буквально так вот спросим. Чтобы было все хорошо в этих отношениях с этим загаданным мужчиной. Вам нужно сесть, обдумать самой. Вам нужно отдалиться, сесть и обдумать все. Хорошо взвесить, обдумать свои шаги. Вам нужно научиться показывать, что вы рады тому, что он принес в зубах и положил к вам. Деньги, внимание, еще что-то. Вы должны стать женщиной, которая умеет показывать, что она рада. Вешаться на шею, кричать «ты самый лучший». Ну, я условно говорю. Говорить, как ты до этого додумался. Четко уметь ему показывать, что вы хотите в этой ситуации. Такая картинка мне идет. Не пускай он сам додумается, а буквально. Я прошу тебя, я не знаю, переставь этот тяжелый стул. Боже, что бы я без тебя делала? Как бы я без тебя жила? Как бы и неудобно было без этого стула? Покажите, что вы радуетесь его поступкам. Дайте мужчине быть мужчиной. Дайте ему быть героем, передвинув стул, принеся вам зарплату, подарив вам цветы. Не знаю, не доев шоколадку, поделился с вами. Вот о чем карты, совет. Да, и тогда он вырастет ваше счастливое будущее. Дайте ему растить, дайте ему, не ругайте его, а хвалите его. Не предъявляйте претензии, а хвалите. Преподносите его свой задум, за его задум. То есть что это? А помнишь, ты говорил, как хорошо купить, не знаю, там, новый плазменный телевизор. Как ты тогда хорошо придумал это? Мы сможем вечерами смотреть вместе фильм. Он даже, пускай это не говорил. Мужчины не помнят, что они говорили. Все он придумал, все он растит. Вот вы вообще там ни при чем. Он ваш герой. Вы так преподносите. Вот такой совет карт. Что будет по итогу после этого, мужчина? После ваших этих вы подумали и так поступаете. Что мужчина? Какой результат будет от этого мужчины после ваших таких действий? Он почувствует себя императором. Он почувствует себя главным в вашей жизни. И что? Так к хорошему. Ну, император, императрица. Прекрасно. Да, ваши отношения воскреснут. Или перейдут на другой уровень. Да? После того, как вы сделаете из него императора, вот в этом случае мужчине нужно растить это. Видите, дурные мысли уйдут. Да, они в зеркале останутся, в прошлом. Видите, очиститесь. Он наконец-то станет тем, кем он есть, кем он создан для вас судьбой. Вашим мужчиной.
все сомнения какие-то, жадность, отсутствие действий, они все останутся там где-то. Ну, смотрите, вот такой у нас расклад вышел. Давайте посмотрим, кто желает. Сделаем коррекцию, да? Ну, я вам так скажу, тут по мужчине не так много убирать, тут больше работа с вами. Да? Давайте уберем сомнения в первую очередь, да, по поводу этого мужчины. Ставим, что он ваш герой, и вам хорошо с ним проводить время. Здесь мы оставляем, что он ваша императрица, что вы его императрица, что он вас хочет. Давайте оставим, что он, запомните это, девочки, что он видит вас, ну вот его притягивает то, что вы, ну, эти чувства в себе растите, то, что вы легкая, как женщина, легкая, как подросток, веселая. Теперь дальше. Давайте уберем ваши дурные мысли по поводу него. Давайте уберем рискованный разговор. Оставим вас королевой Пентаклей, которая с радостью получает от него ухаживание, деньги и все остальное. Естественно, оставим, что он желает больше вам уделять внимание. Оставим, что вы планирует с вами семью. Оставим, планирует конфетный букетный период. Естественно, оставим, что вы подумаете, что вы научитесь, что вы сделаете из него вашего мужчину. Хитро, правильно сделаем. Хитро — это немножко не то. Также, что это новый этап будет в жизни, то есть возрождение. И уберем его дурные мысли. Так, вот такой расклад я хочу оставить. И сейчас поработать. По-моему, замечательно вышло. Сейчас поработать над теми препятствиями, которые все-таки мы собрали. Так, секундочку. Вот наши препятствия. Тут больше ваших, его только дурные мысли. Так, девочки, сосредоточились. Сейчас будем делать коррекцию этого расклада. Убирать все препятствия. Для этого мне надо карта Верховного Суда и карта Мир. Так. Так. Вспоминаем свой род, высшие силы, к которым вы обычно обращаетесь. Может, это у вас ангелы-хранители. И просим их помощи убрать те препятствия, которые показал расклад карт Таро. Итак, сейчас я сосредоточусь, секундочку. Я вспомню расклад, разложу опять его в голове так, как хотелось бы, и препятствия вспомню. Внимательно слушайте. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду.
Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. В комментариях пишем обязательно спасибо, да будет так, что вы приняли это. Сейчас посмотрим, удалось ли у нас убрать препятствия. Если нет, повторим еще один раз. И не забываем лайкать, подписываться. Удалось ли у нас убрать препятствия, которые показал расклад карт Таро? Кто вы друг для друга? Ну, Верховная Жрица нам говорит о том, что для большинства девочек все удалось. Но Верховная Жрица имеет такое свойство прикрывать информацию. То есть она говорит только о большинстве. Для большинства вы станете для мужчины центром, миром. И он для вас. Если вы чувствуете, что расклад немножко, то есть, я не могу после Верховной Жрицы еще делать коррекцию. Верховную Жрицу не корректируют. То есть есть кто-то в раскладе, кому этот мужчина не по судьбе. Да, вот о чем она говорит. Если вы чувствуете что-то немножко не так, она может говорить о том, что не у всех с первого раза подействовало. Вы можете пересмотреть этот расклад, эту часть расклада, где мы обращаемся, делаем коррекцию. И сами почувствуете, когда ситуация изменится. Так, ваша Луна. Желаю вам счастья. Желаю, чтобы карты вам помогали. Таро. Подписывайтесь, если нужно, если вам интересно. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваши ситуации. Я отвечаю, я читаю. Мне очень важна обратная связь. Обычно коррекция проявляется до 3 месяцев. То есть не ждите, что это прям... У кого-то может это случиться и прямо завтра, да, изменение ситуации. Для кого-то чуть больше времени необходимо, но это обязательно произойдет. Ваша Луна, безумно хорошей ночи, счастья, любви. Почему-то дети мне сейчас вспомнились, кто-то с детьми, выздоровление ихнее. И пускай у них все получается. Вы молитесь о них, все будет хорошо. Во благо да будет так.